2 звонка уже было. Что ты там? Бывало и похуже, когда я сидел срал и уже слышал, что отбивка начинается. Привет, я Даня Поперечный. Привет, я Даня Поперечный. Привет, меня зовут Даня Поперечный. Привет, меня зовут Даня Поперечный, и это, наверное, уже ставшее традиционным видео о том, как проходил тур «Агент 813» и что осталось за кадром. Поехали! Взрываем майк, взрываем, get out of your mind, get out of your mind, get out of your mind. Предыдущий выпуск «За кадром» о туре «Веселая жизнь» полюбился очень многим из вас, потому что, скажем так, это был крайне насыщенный на пиздецы видос и тур в целом. Похуй на этот ебаный райдер. Выступай на фоне белой картонки, блядь. 15, нам надо двери открывать. Охуеть. В этот раз все прошло, слава богу, гораздо лучше, но все равно не без эксцессов. О том, каким составом мы ездили и как именно мы передвигались, у меня уже недавно выходило видео, которое называется «88 дней в туре». Вы можете посмотреть его по всплывашке или по ссылке в описании. Сегодня я расскажу обо всем остальном, о самом интересном, что осталось за кадром. Почему концерт называется «Агент 813», я объясняю в самом стендапе. Про название могу сказать лишь то, что я в очередной раз попытался зашить в логотип концерта пенис. И буквально 3 человека за всю промо-компанию и за весь тур «Агент 813» вообще обратили на это внимание. Там он очень, честно говоря, лаконично завуалирован, очень сложно его там разглядеть, но он там присутствует, естественно. Концерт в этот раз впервые за всю историю моего канала вышел в так называемой гибридной схеме. То есть раньше было как? Комики выкладывали концерты либо бесплатно, либо за деньги на своих сайтах. И у этих двух схем есть свои плюсы и минусы. Когда ты выкладываешь концерт бесплатно в открытый доступ, ты получаешь селф-промо. То есть концерт имеет возможность завируситься, какие-то фрагменты оттуда, и больше людей о тебе узнает, следовательно, это дополнительная реклама, и больше людей приходит на твои следующие концерты. В то время как если ты выложил концерт на платной основе, релиз обычно проходит незамеченным для большинства, для массового зрителя. И так как все мои концерты обычно выходили бесплатно на ютубе, кроме предпоследнего, мне хотелось как-то по-хитрому поженить два этих способа, чтобы и концерт работал как промо, и еще и, получить с этого какую-то денежку. И у меня появилась теория, я пришел к так называемой гибридной схеме, где я одновременно выкладываю концерт и платно, и бесплатно. Бесплатная версия, она, конечно, короче платной, но там все равно 1:40, то есть это все равно огромный концерт. И задумка была в том, что бесплатная версия концерта, хоть она и укороченная, она будет сильно более эффективной рекламой для платной версии, расширенной, чем если бы концерт просто вышел за пейволом, и я как-то его промоутировал. Так и произошло. Мне кажется, эксперимент довольно удачный, то есть я и смог окупить концерт, и даже что-то заработать на нем, и параллельно его обсуждают. Релиз получился заметным и замеченным. Хотел сказать вам огромное спасибо за внимание к новому спешалу, потому что время идет, YouTube заблокирован практически, и все равно у меня какие-то по меркам нынешнего YouTube безумные просмотры. Огромное вам спасибо. Я это искренне очень ценю. Генеральным спонсором YouTube-версии стали ребята из Чин-Чин, так что технически бесплатная версия вышла и благодаря им, за что им огромное спасибо. Они решают одну из главных насущных проблем русскоязычных пользователей, а именно, если вы хотите что-то оплатить иностранной картой в интернете, но у вас ее нет, Чин-Чин сделают ее вам быстро, безопасно и анонимно. Все это делается очень быстро в Telegram-боте. Я лично оформлял себе карточку, которая называется для ChatGPT, и с помощью нее мог оплатить Patreon, который принимает только иностранные карты, и платежи в Stripe у меня работали. Карту Чин-Чин можно пополнять рублями и практически любой криптовалютой. Но это вы и так все знаете. Ребята подготовили специально для вас адвент-розыгрыш с призами в честь Нового года. Подарки — это всегда приятно, особенно когда некоторые из них деньгами. Чин-Чин запустили елку призов, в которой можно побороться за айфоны или же за денежные депозиты. Правила такие. Вы собираете свою елку из новогодних игрушек. Чтобы у вас появлялись новогодние игрушки на вашей елке, вам просто нужно выполнять действия внутри Чин-Чин. Оплатить через сервис, пополнить карту, пригласить друга, выложить сторис и так далее. Когда елка закрывается игрушками полностью, вы автоматически попадаете в большой финальный розыгрыш. Поэтому поспешите оформить себе карту и поучаствовать в розыгрыше. Вполне возможно, что именно вы получите приз. Так что подключайтесь по ссылке в описании или по QR-коду на экране.
Для меня очень важна общая идентика шоу, чтобы все было стильно, логично и как бы объединено одной какой-то оберткой. В этот раз у нас были просто умопомрачительные киношные постеры, которые мне отфоткал замечательный Аш Геворкян. И это, кстати, не нейросеть. То есть, естественно, Photoshop там присутствует, мы заменили задник, но для того, чтобы фотография действительно выглядела правдоподобно и в стиле вот этих спецагентских сцен, где Том Круз опускается на канате, меня реально подвешивали ребята. Ну, это какая-то уже переходящая классика со времен нелицеприятного, когда я болтался в трусах, которые спрессовывали мои genitals. Видимо, мне это пиздец как понравилось, и я в каждом новом проекте ищу способ, как же сделать так, чтобы меня еще поподвешивали. Для оформления сцены и как стилистический элемент там афиш всех наших и на сайте мы использовали красные лазеры. Не только для того, чтобы как бы подчеркнуть спецагентскую тематику, а еще и по причине того, что для меня это такая метафора, что последнее время, если ты хочешь шутить и не поиметь за это никаких последствий, и говорить, что думаешь, это похоже на то, как спецагент, который пытается пробраться мимо лазеров и не задеть их, чтобы не спровоцировать сирену, скажем так. Одно неверное движение, и миссия провалена. Меня просто катастрофически заспамили вопросом, а почему он в бронежилете? И это произошло из-за того, что некоторые фрагменты из концерта вируснули сильно за пределы моей обычной аудитории, и люди сразу видели кусок юмористического контента, не понимая лор. Отвечу на всякий случай здесь, я в бронежилете, потому что это ирония над моим иноагентским статусом. Плюс, если смотреть на реакцию некоторых людей на концерт в Твиттере, в целом не лишним было озадачиться определенными средствами защиты. Обычно у меня подход относительно того, как именно я выгляжу на сцене, был весьма похуистический. То есть мне казалось, что чем меньше я заебываюсь на эту тему, тем как будто трушнее, потому что для меня идеально, если я выступаю в пижамных штанах и просто обычной первой попавшейся футболке. Какое-то время назад мне попались фотографии из моих прошлых туров, которые я сам в Инстаграм выкладывал, и я посмотрел, как я на некоторых из них выгляжу, и я такой, ебать, а я выступаю, не то что в одежде, которая не сочетается, а это просто одежда, которая типа лежала у меня в чемодане и в каком-то рандомном порядке была надета. Поэтому в этот раз я решил все-таки сделать какие-то образы, которые бы поддерживали общий вайб спецагентской тематики. Поэтому я выступал с кобурой, у меня был костюм тройка, как у Джеймса Бонда, и еще несколько луков, которые между собой чередовались. Бронежилет был одним из них. Я подумал, что это забавная вещь, которую можно позаимствовать из рэперской стилистики. И пузико туровое спрячешь. Мне показалось, что этот лук с бронежилетом, он самый выпуклый и прикольный и создает такую запоминающуюся картинку. Плюс, когда зритель приходит на концерт и видит меня в нем, это погружает тебя дополнительно в такую атмосферу некоторого представления. Общую визуальную целостность и смысловую с идентикой концерта я постарался в этот раз выдержать и вместе с мерчом. Вот он, кстати, наши потрясающие футболки. Мне очень понравилась идея переработать иноагентскую ебалу в зашифрованное сообщение. Они очень классного качества, они очень мне нравятся. Если вы хотите такую же футболку, и вы из США или Европы, вы можете найти и заказать ее, нажав на кнопку под этим видео. Ну а если вы из СНГ, специально для вас мы сделали чуть другую версию с другим принтом на спине, не с городами тура. И ее вы можете точно так же заказать, нажав на кнопку под этим видео на Вещдоке. На самом деле, самое интересное будет происходить у меня на мерче. Массовый гримерка. Очень многие из вас отметили, какое клевое мы сняли интро для спешла Агент 813, я с вами полностью согласен. Я нашел эту локацию просто в каталоге на сайте с съемочными локациями. И я не знаю, правда это или нет, я это никак не могу проверить, но владельцы и режиссер, они мне подтвердили это, что это именно тот зал, где снимали «Темного рыцаря». Я такой, блядь, так там же квадратные фонари. И мне сказали, что это все равно тот же самый зал, они построили огромное прямоугольное помещение, и после того, как фильм был уже отснят, и помещение было им не нужно, они просто построили посередине этого зала стенку, и в одном зале остались вот эти квадратные прям бэтменские фонари, а во втором они поменяли их на круглые. Так что моя Тесла в кредит, технически теперь Бэтмобиль. Мы, конечно, побывали в очень разных уголках планеты за весь этот тур, но в одном месте я еще не выступал, а именно пустыня Тель-Абиб. Видите ли вы этих маленьких ушастиков? Это вульперы.
новая раса, доступная на сервере World of Warcraft Sirus. На этом серваке куча новых механик, квестов и других плюшек, которых нет в оригинальной игре. Это как WoW, но на стероидах. PvP и PvE сезоны с призом до 5 миллионов рублей, 13 новых рас, включая пустынных вульпер. Ну а прямо сейчас на сервере проходит новогодний ивент «Зимнее волшебство» с кучей подарков, мини-игр и уникальными наградами. Ивент подходит даже новичкам, поэтому это отличный способ начать знакомство с проектом. Но главное, проект абсолютно бесплатный. Просто качаешь клиент и можно начать знакомиться с огромным крутым миром MMORPG, в который уже играет более 35 тысяч игроков. Азерот соскучился по тебе, герой. Скорее возвращайся в него по ссылке в описании. Мне всегда казалось важным, помимо стендап-материала, шуток там и просто текстового выступления, дать людям, которые пришли на мой концерт и заплатили за него денег, еще и какой-то элемент шоу. Огромные площадки, столько света, столько оборудования. Хочется хотя бы чуть-чуть дать какой-то жизни этому всему и восхитить людей, чтобы это настраивало на прикольный лад. Потому что я сам, как зритель, мне такое очень нравится. И я стараюсь всегда такое что-то привнести. У меня за всю мою карьеру и за всю историю моих выступлений были очень разные выходы на сцену. Я и танцевал с монашками, и спускался на канате с гитарой под хор военных. Был и рэп. Всем привет, мы начинаем представление, но вот как он провел свой год. Полный пиздец, проблемы с баблом. Я знаю. Но это был период, когда очень многие вдохновились Бо Бёрнамом и хотелось добавить какую-то музыкальную часть в программу. И это, ну да, я был молод и запутался. Поэтому в этот раз хотелось что-то свеженькое. Мне кажется, было бы прикольно, именно по появлению выезд, что я когда буду появляться снизу, мне сказали, что круговая часть тоже движется, что можно на выезде сделать спиральку. То есть, получается, она уедет вниз? Да, она уедет вниз, пока дисклеймер идет. Там надымится, и она поднимется вместе со мной в лазерной клетке. Идея такая. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Симпатично ли это? Работает ли это? Хочется ли заниматься сексом под этот концерт? Под Special Focus я видел, люди на порнхабе ебались. Было пару видео, клянусь. Мне так это польстило, если честно. С другой стороны, в какой-то степени и расстроило, что, прикинь, настолько похуй на материал. Ну, значит, либо наоборот, там есть материал поинтереснее. Да. Мы когда просто потестили это, и мне сняли это на телефон. Я когда увидел, как это выглядит, я такой, господи, это такой жир, это так дорого выглядит и классно. При том, что вот эта вот подвижная сцена, она как бы встроена в локацию, где мы снимали. То есть этот зал, он уже оборудован этой штукой. Действуйте. 8, 1, 3. Мы снимали в Праге в зале под названием «Нова Шпирале», такая типа «Новая спираль». Потрясающий красивый зал, который очень был похож и продолжал тематику спецагентскую, то есть он такой индустриальный, грубый, металлический, вертикальная такая труба. Потому что странно было снимать спецагентский концерт просто в каком-то обычном театре или там, допустим, на стадионе. То есть у нас были несколько стадионных концертов, где было огромное количество людей, но чаще всего, когда ты снимаешь на стадионе, этот масштаб не видно. Хотелось, чтобы визуально зал, он как бы был отдельным персонажем, который тоже служит истории. И я не очень люблю выступать на круговых сценах, то есть у этого есть определенные сложности, но я, если есть выбор снимать концерт на круговой сцене или на обычной, я чаще выберу на круговой, потому что у этого есть определенные особенности. Хороший концерт сняли. Как тебе на такой необычной сцене? Слушай, нормально, вспомнилось вообще, во мне как будто был этот навык со Special Focus и с остальных каких-то концертов. На плейбеке там вкуснятина. Да, хорошо? Класс. Ну да, я периодически разворачиваюсь, у меня камера вот здесь пролетает, я такой, ёб твою мать, нихуя себе, а если бы сейчас башкой мотнул? Сложность выступления на круговой сцене заключается в том, что ты, честно говоря, рассеиваешь части материала. Потому что пока ты рассказываешь шутку этим людям, люди, которые сидят сзади, видят твою спину, и они как бы не совсем с тобой на одной волне. По этой причине у нас даже на небольших залах, но круговых, мы вешаем экраны, чтобы они хотя бы могли видеть, что происходит на сцене. И хоть это и делает подачу материала более сложной и вынуждает тебя рассчитывать, куда ты подаешь какие куски своего материала, держать внимание людей
на 360, а не в одну сторону. Благодаря такой форме зала, с какой бы стороны меня ни снимала камера, мы чаще всего на фоне видим других людей. То есть присутствие зрителей, оно есть в кадре, и это способствует погружению. Ты можешь почувствовать вот этот элемент присутствия, как будто ты вместе с людьми находишься там, а не я просто один вещаю на камеру. И это как бы убивает сразу одним выстрелом двух зайцев, потому что я не люблю, когда на концертах специально показывают после шутки смеющихся зрителей. Мне кажется, что это выдергивает из погружения в концерт. Я ничего не имею против, просто у этого... Это очень часто использовали вот в смехопанораме, в Кривом зеркале, в КВН такое часто есть. И из-за этого у этого есть некоторый визуальный привкус. При этом, когда в кадре присутствуют смеющиеся люди, это все равно тебя как бы пампит немножко как зрителя тоже подключаться. Я пытался придумать, как сделать визуальное оформление сцены круговой, чтобы там присутствовали красные лазеры. Потому что везде в обычных залах, где не круговая была сцена, я просто выступал на их фоне. Но в истории, когда сцена круглая, непонятно было, куда девать эти лазеры, чтобы они присутствовали в зале и не мешали зрителям, и не перекрывали меня. Ну, то есть задачка была интересная. Одна из моих первых идей была в том, чтобы пустить лазер по полу, чтобы я ходил по ним, но мы довольно быстро поняли, что у этого есть опасность, пока они будут там из вертикального положения наклоняться, попасть в глаза зрителям. Мы этого не хотели. Через какое-то время пришла идея с таким столбом из лазеров, которые закрывают стойку с микрофоном. В этот раз концерт снимала Алина Пязок. Мы приехали на площадку, начали все тестить и довольно быстро выяснили, что моя идея с тем, чтобы фон был темным, а лазеры как бы были красные посередине и на контрасте выделялись, это не работает, потому что получалось либо просто чернющий фон за мной, либо все превращалось в белую кашу. Потому что для того, чтобы было видно лазеры, надо дымить. Они просто в проветренном помещении, их не видно. Это просто красная точка на полу. Лазеры почти не видно на картинке. Да. Их видно, конечно, чуть-чуть людям, но нам, во-первых, нужно много дымить. Да. Во-вторых, они высоко висят, они рассеиваются. Но они рассеиваются не то, что высоко висят, они рассеиваются то, что у нас нахуй дохуя света вокруг. Да, я понимаю. И в итоге, потестив разные варианты, мы вновь пришли к тому, что мне Алина сказала: Дань, надо, кажется, людей на фоне подсветить красным. И я подумал, блядь, это не очень прикольно, потому что у нас уже было похожее визуальное решение в Special for Kids. С другой стороны, это отсылало нас к самому первому постеру, который мы выкладывали, поэтому мы подумали, ладно, похуй, выглядит хорошо и слава богу. Примерно покажу. Видишь, у нас... все. Можешь бросать только трубку. Да-да-да, я понимаю, что это телефон. Мне все нравится. Тебе нравится, да? Да, похуй, что красное, ничего страшного. Нет. Поэтому я продолжаю свою тенденцию выступать на фоне красного света. В этот раз не специально так получилось. Впервые за всю историю моего канала концерт вышел как на русском языке, так и на английском, в дубляже. And that was the moment when I naturally completely forgot English. Of course. Why would I need it now? Изначально, конечно же, я пытался воспользоваться нейронками и полностью сделать весь дубляж в них. Однако, я не знаю по какой причине, но каким-то образом все самые передовые нейронки, которые могут копировать звук и заточены на то, чтобы делать дубляж, все модели, которые тренировались на моем голосе, делали мне очень странный акцент. And I'm just passing by, like scanning the room with my eyes, and in the second row, I see right where you're sitting, girl. A girl has been sitting there from the very beginning and is just sleeping, completely out cold. То есть, возможно, это вообще никакие не нейросети, а как и в истории с Амазоном, просто индусы на зарплате переозвучивают меня похожим голосом. Поэтому концерт пришлось дублировать самостоятельно. Look at this beautiful child we brought, don't you like it? Блять, медленно. Look at this beautiful child we brought, don't you like it? Блять, child we brought, сука. Я очень сомневался на этот счет, потому что я не носитель языка. Конечно, была опция нанять просто хорошего англоязычного диктора с похожим тембром. Но я подумал, что плевать. Даже если у меня хуевое произношение, я неправильно где-то там ставлю ударение или что-то не выговариваю, по крайней мере, это трушно. Это действительно то, как я разговариваю, и если бы я сейчас вышел выступать на английском языке или снял видео на английском языке вдруг для какого-нибудь отдельного канала, вот это бы звучало так. Поэтому будет странно, если вдруг какой-нибудь англоязычный зритель увидит меня с одним голосом, пиздатым, поставленным, а потом я выйду и начну my name is... блядь. Пусть уж лучше сразу привыкают к моей уебищной, настоящей версии. And like a goddamn paranoid freak, I watched the trash bins through the blinds all week. В целом, я когда писал, ожидал, что будет гораздо хуже, но по итогу получилось даже прилично, но это нормальный старт. And guess what we did? We played
Cause what the hell else were we supposed to do? Но, естественно, есть куда расти. Мне прям очень многие написали, типа, спасибо, что есть дубляж, потому что мы наконец-то можем посмотреть его с нашими вторыми половинками, которые не являются, типа, русскоязычными. И это очень прикольно. Ну а если и вы хотите прокачать свой разговорный английский, то к вашим услугам Telegram-бот Чати. С его помощью вы сможете практиковать разговорный английский на абсолютно любые темы. После чего Чати детально разберет ваши ошибки и поможет их не допускать в будущем. Боту можно записывать голосовые на английском и на русском, он понимает оба языка. Can you give me an advice about how could I trim my hair around my ass? Consider using a handheld mirror to see better and stretch the skin slightly to reduce cuts. Учить можно не только английский, но и еще 12 языков. В настройках можно выбрать уровни сложности, а также скорость речи от новичка до native спикера. Ну и плюс там есть прикольная фишка с кастомизацией голоса. Базово здесь стоит девушка Чати, но вы можете выбрать Илона Маска или вообще создать свой. Ребята сейчас еще и разыгрывают iPhone, поэтому это лучший момент, чтобы прокачать свой разговорный English. Отличный собеседник, который не будет стебать тебя за плохое произношение, по ссылке в описании. Факапы в туре. Я уже выкладывал в инстаграме рилс о том, как у меня посреди концерта застрял провод. Бля, вот это тупая хуйня, как в комедиях. Я один раз в темноте увидел большие ноздри чувака и подумал, что он держит вот так камеру айфона и снимает меня. Не снимай, пожалуйста, на видео, ты, блядь. Извини, это тенет твои ноздри, я долбоёб. Охуеть, брат, прости, пожалуйста. Нахуя ты меня на нос снимаешь, ты? Самые сладкие проебы я, естественно, оставил для этого видео. В этот раз большинство наших проблем были в основном связаны со светом. Блять, во всех странах и городах. Наверное, самым нервным моментом был инцидент в Белграде. Что произошло? Мы приехали, потрясающий зал, очень большой, очень красивый, невероятно подкованный и профессиональный персонал. Мы приехали, все заранее готово, мы все отчекали, все работает как часы. Ребята на площадке вежливые, знают, видели все схемы. Короче, все готово, все супер. Да, суперский вообще разъем. Мне пишет Люба, говорит, все, типа там 5-минутная готовность, я выхожу за кулисы. И у нас вначале все как бы распланировано. У нас гаснет свет. Начинаются аплодисменты, включаются лазеры, и голос, как в концерте, объясняет правила поведения на концерте. И мы стоим с Киром за кулисами, и мы видим, как после того, как гаснет свет, он резко начинает включаться. И люди начинают хлопать, но не понимают, и я такой, какая-то странная хуйня, я еще не полностью вижу свет, я же не могу выглянуть, меня же станет видно. Какая-то техническая... В зале не тухнет свет. Блять, люди думают, что недостаточно меня позвали. Свет гаснет вновь, люди опять начинают хлопать, и он резко включается. И это происходило так часто, то есть там сбоила какая-то хуйня, что люди уже начали разъебываться с этого, просто смеяться. Мы начинаем с этого концерт, это очень важная часть, которая плавно погружает как бы в повествование в спектакле, грубо говоря. И я стоял, у меня пердак с такой силой горел, ну то есть это происходило типа 8 минут. Блять, какой ужас. Ну я очень расстроен, мягко говоря. Ну конечно. Это блядь, кринж ебаный. 2500 человек смотрят, как не могут свет выключить. Я, естественно, переживал настолько, что мне казалось, что это происходит типа 30 минут. Я начал еще сильнее паниковать, когда услышал, как сербские работники, взрослые, просто бегают и матерятся за кулисами. Выяснилось, что просто вот мы все отчекали, все было идеально, просто наебнулось что-то с проводкой. Еще ярче становится. Ну и в момент, когда выглядело, как будто уже наконец-то удалось обуздать светоприборы, вдруг включились вообще вся техника световая в зале, которая была. Я в итоге вышел, отшутился.
Так, ну что-то странно, долго не могли начать. Я стоял за кулисами, какую-то кнопку нажимал туда-сюда. Оглядываясь на то, как классно прошел концерт, я, конечно, прекрасно понимаю, что не стоит, короче, так напрягаться. Мне просто очень трепетно и важно, чтобы все прошло для зрителей как можно лучше. И когда что-то идет не по плану, я такой, ну это провал. Хотя, очевидно, это просто маленький элемент, который иногда даже делает смешнее. Мне Кир говорил, что очень многие, выходя с концерта тогда, говорили: смешно вы придумали с включением-выключением света. То есть даже эта хуйня стала отдельным комедийным эффектом в какой-то момент. Потому что люди начали думать: это он специально, угар. Охуенный концерт, но ты слышишь, блядь? Тебе понравилось, да? Да, отличный зал, замечательная публика. Даже несмотря на то, что в конце световик проебался, в начале свет не получалось выключить. Типа у тебя на разогреве плохой свет. Да, мигалка. Каким-то хером на концерте в LA свет тоже начал выебурить. Я вышел выступать, и в какой-то момент просто начало ни с того ни с сего резко на всю мощность стробить вот так в лицо супер яркими вспышками. Ну и для галочки давайте «Добрый вечер». Так, ребята на свете, пожалуйста, можно выключить вспышки, мы не должны... Мы уже делаем фейковый наложенный смех, нам не надо дополнительные вспышки, фотокамер, потому что, блядь, что за хуйня? А мы можем как-то починить вспышки? Нет, ведь нет, окей. Вот это да. Хорошо, сделайте как можно хуже. Если вы от противного работаете, я прошу убрать, вы въебываете на максимум. Да, помните, я говорил, ничего не выкрикивайте, а то я отвлекаюсь. Кажется, вы не будете главной проблемой. Причем ты когда выступаешь, ты никогда не знаешь, это разовая история или это будет теперь всегда так. То есть надо ли делать техническую паузу какую-то. У тебя как бы есть же повествование какое-то, ты стараешься его вести, и невозможно заигнорить, сделать вид, что да, забейте. Мы просто делаем фото-финиш, как на американских горках, каждый раз, когда я моргаю. Вау. Guys, can we handle this shit? It's looking strange. Америка, бля, прикиньте, какое. Я делаю успехи, я пытаюсь... Lights don't like. No, please off. Make me sad. Immigrant. Angry. Как вас зовут? Сразу, блядь, на вы, сразу уважение появилось. А можно включить обратно красный свет в зрителей? Блядь, сегодня что-то со светом у нас очень интересное. Ладно, повыступаю в темноту, буду как Байден, блядь, просто в никуда смотреть. Пиздец. Так вот, я говорю, блядь. Да, я до этого вас видел, сейчас просто тьма и мана. Если я случайно там на сиськи чьи-то гляну или на член, вы извините, я не специально, это просто, блядь... Сегодня что-то у нас, видимо, счета за электроэнергию пришли. И владельцы зала такие: чего, ебать, вырубай красный, наш, хотя бы красный выключи. А я еще СДВшник, у меня нет гиперактивности, но синдром дефицита внимания присутствует. И это так выбивает из потока, потому что ты сразу начинаешь придумывать 900 каких-то шуток на то, как обыграть эту ситуацию. Вроде как собрался, вернулся, дальше на колею повествования, и потом это происходит, 4-й раз, и ты такой: блядь, у меня уже нет шуток на эту тему, и я уже не понимаю, а как дальше все выступление не думать о том, что это в любой момент может случиться. Во-первых, сложно было найти, блядь, это просто, мы сегодня, нахуй, скоро у нас начнется эта имитация волны, блядь, как серферные. Надеюсь, просто какой-то чувак вот так вот держит сам провода и с собой замыкает всю эту хуйню, иначе, блядь, это потрясающе просто. Может, мне к этому краю нельзя подходить, может, тут фотофиниш, я какой-нибудь лазер задеваю, блядь, и мне потом в конце выйдут фотографии с моими ебальниками, и я вот концерт сломался, нахуй. Вроде интонации приятные, но что-то хуйню он несет. Это награда за пиздатую шутку мне просто... А у вас как дела? Все нормально? Блядь, пиздец. Вам из кресел водой не брызгает в лицо, я не знаю. Может, сегодня у всех усложнения какие-то, блядь, по концерту. Ну, зато бесплатная операция на катаракты, блядь, произведена была, нормально.
Здесь это дорогих денег стоит, бля, вау, да, давайте еще и левый, да, класс. Экономим на страховке. А вы не знали, у нас сегодня экспериментальный вечер, у нас стендап-рейв. Нормально. Надеюсь, это не техническая ошибка, а просто светорежиссер такой, так, скукота какая-то ебаная, блядь. Давайте что-нибудь. При этом хуйня со светом у нас происходила даже на съемке концерта, вот, который мы в Праге снимали. И, ну, я как бы... Пожалуйста, спасибо. Мы снимали 2 дня, естественно, как всегда, для того, чтобы у нас на всякий случай были дубли. Я недавно переехала в новую квартиру. Боюсь, не смогу... Так и сказала, упала, и у нее, блядь, инсульт. Извините. В точности передаю. Это всегда очень правильное решение, учитывая, сколько всякой странной хуйни все время происходит на съемках. Из-за того, что там теперь запрещено быть геем, слушайте, если что, это не часть шоу, но как угарно, блядь, что я сказал, запрещено быть геем, и всеми цветами радуги, блядь, замигал ебаный свет. Потрясающе. Отличная работа, брат. Не знаю, я... Что случилось? Что? А, у нас звук выключился. Блядь, извините, техническая проблема, мне надо в жопу выебать срочно. Вот в это. Да, пожалуйста. Да вот в этом. Мне посреди концерта, ну, типа, люди слушают материал, все такое. И я вдруг вижу, у сцены стоит Люба и говорит мне: подойди, наклонись и развернись. И я такой: чё? Я на секунду такой: я, наверное, сплю. Это какой-то бред такой. Что это? Что происходит? Почему? Все? Ебать, я вообще не ожидал. Ко мне подошел организатор, говорит: присядь и обернись. Думаю, что происходит? Не шевелись, там снайпер, блядь. Странно. Да, простите. Блядь, а на чем я вообще остановился? А, да, что... Похуй, следующий блок в пизду, блядь. Я, после того, как мне в жопе поковырялись, ты даже не запрыгнешь там. А, кстати, вот еще какая мысль интересная, блядь, вообще пиздец. Еще до того, как мой концерт попал в сеть, меня уже попытались отменить в Твиттере. Некоторые пользователи, которые сходили на концерт. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, и вам могли попадаться заголовки. Ну, скажем так, супер радикальная, либеральная аудитория в Твиттере была возмущена тем, что у меня могут быть какие-то претензии вообще в сторону людей, которые называют себя оппозиционерами. Я, возможно, выскажу непопулярную мысль, а, возможно, выскажу мысль всех русскоязычных людей на 25-й год, если скажу, что мне кажется, что нам пора уже запретить русской оппозиции писать в Твиттер и давать интервью. Потому что это просто невозможно. И это, если честно, является той причиной, по которой я перестал заходить в Твиттер. Потому что я очень много времени проводил в Твиттере. И, честно говоря, через какое-то время я начал замечать, что правила игры, поведения и того, что там собирает лайки, что вызывает поддержку и одобрение, а что негатив и осуждение, как будто формирует внутри тебя вот эту радикальную озлобленность относительно любой хуйни. Чем грубее и резче ты говоришь там вещи, охуя, в рифму начал говорить, чем зубастее и циничнее, а главное, более высокомерно осуждающий будет твой тред, тем больше шансов, что это найдет поддержку. Короче, срачи стали там основным языком взаимодействия. Ну и спустя много лет вот этой вот нахождения в этой атмосфере я начал чувствовать, что я уже не совсем адекватно оцениваю происходящее, что я просто озлобленно рявкаю, и это уже начинает проникать не только в мою цифровую жизнь и в сценарий поведения меня в Твиттере, а и в обычную. То есть я и в жизни такой становлюсь. И каждый раз, когда я совершал попытку вернуться в Твиттер и посмотреть, что там вообще происходит, я натыкался на какой-то такой кромешный пиздец и стыд, когда какому-нибудь политическому деятелю указывают на противоречия в его высказываниях, а он отвечает: иди нахуй, чмо ебаное. Я такой: о, вау. И этому ставят лайки, репосты, типа: да, круто. Это настолько свой мир. Кажется, я не готов, типа, каждый день вновь вот начинать свой день с этого.
сложилось впечатление, что их вообще нельзя ни за что критиковать. А если ты себе это позволяешь, то ты за Путина. Ну, естественно, мой кусок материала, буквально там 5 минут в 2-часовом концерте с какими-то моими озвученными переживаниями о русской оппозиции был встречен в Твиттере вихрем дерьма, который вместо того, чтобы обсуждать сказанное мной, в основном был направлен на то, чтобы просто обесценить меня, чтобы мое мнение ничего не значило, чтобы не считаться с ним и не обсуждать предмет того, что я обсуждаю. Прекрасная Россия будущего. Мы сомневаемся. Это что? В итоге на меня просто швырнули ворох какого-то дерьма, каких-то слухов, блядь, и домыслов, и тейков из разряда «А вот однажды он не критически высказался о Собянине». Короче, заклеймили меня кремлевским. Я это все к чему? Каких бы взглядов ты ни придерживался, всегда есть спектр, и чаще всего люди, которые стоят вот именно по краям этого спектра, это такие долбоебы, с которыми вообще ничего общего иметь не хочется. Именно поэтому я никогда и не вешал на себя ярлыки, я не говорил никогда, я там типа оппозиционер, я либерал, я консерватор, может быть, я центрист, хуй пойми, может, это вообще, это не запрещено еще так говорить. Ну и вторая вещь, которую я заметил, возмущение в Твиттере выглядело таким масштабным, это мнение, оно вытесняло любое другое в медиа именно. Может, у меня так алгоритмы работают, я хуй знает, тоже вариант. Но когда я зашел посмотреть на Ютубе статистику лайков и дизлайков, чтобы понять, ну типа, насколько действительно большой процент людей вот так радикально и в штыки восприняли вот эти 5 минут материала, выяснилось, что у меня дизлайков 3%. То есть Соловьев был прав, получается? 3%. Нет, извините, я уважаю вашу точку зрения. Не всех, некоторые из вас долбоебы. И я это все к тому, что иногда восприятие того, насколько масштабна проблема, может быть искажено громкостью, с которой небольшое количество людей это обсуждают. Потому что на самом деле подавляющее большинство людей поняли, о чем я говорил, с ними это срезонировало. Мне тысячи людей написали о том, что да, мы тоже об этом думаем, спасибо, что об этом говоришь. И это была одна из целей, которую я преследовал как раз пока писал новый концерт. Хороший комик, в моем понимании, все-таки должен как-то в поле зрения своей комедии, чуть более широкий угол захватывать, чем все время в одну и ту же точку ебошить. Ну и плюс мои концерты, как бы помимо того, что это развлекательный контент, это еще и в какой-то степени такой срез и мой отчет, что у меня происходит на душе, в жизни и о чем я думаю. Ну и я совру, если скажу, что я не устал от политической повестки, от ужасных новостей. И как будто, если раньше у меня у самого был запрос на то, чтобы перерабатывать происходящее в какую-то комедию, просто осмыслять это, обсуждать с вами, сейчас я все чаще ловлю себя на том, что настолько этого стало много, и вот эта политика вытеснила вообще любые другие темы из поля зрения, что наоборот хочется от этого чуть-чуть дистанцироваться. Это не про то, чтобы закрывать глаза на какие-то проблемы, а про то, что я это и в себе чувствую и вижу во многих моих зрителях. Запрос на то, чтобы, попробовать все-таки поговорить о чем-то еще. Самая главная тема, которая у меня есть в моей жизни, это иммиграция в Америку. И мне показалось, во-первых, интересным поисследовать, что происходит здесь. А во-вторых, мне показалось последовательным, если пока я жил в России, я критиковал какие-то очевидные вещи, которые мне казались неправильными в РФ, что я, поменяв место жительства, будет честно сделать замечание как бы тому, что происходит и здесь. Прикиньте, я Путина на Трампа поменял. Вот такая тема. Вообще другое дело, всем рекомендую. Сколько правды в концерте «Агент 813»? Наверное, честно будет сказать, что статистика примерно 90%. То есть история про койотов вы уже видели, пруфы. Голос. Ракета, голос. Пошли отсюда вон! Нет, ракета, голос. Надо голос. Нихуя себе, ребятки. Хорошо, что ракета их заметил. Ты молодец, ты умница, да? Только скулить не надо. Вы прикиньте, как много раз мы их встречаем, что у меня огромная есть, папка с кучей видео, где с нами это происходит. Это я не каждый из них снимаю. Также, если вы вдруг не досмотрели, в конце концерта есть прикольная на титрах как бы такая финальная арка персонажа с ракетой, где он вначале боится
подать голос, но в конце он, как персонаж любого произведения, все-таки превознемогает себя и находит свой голос. Койот, а что такого? Какой голос? Молодец, хороший. После того, как концерт вышел в сети, люди откопали эфиры на НТВ, про которые я говорил, и перезалили их. Они нашли какой-то один из эфиров. Причем иллюстрации моего бедственного положения иногда вообще не вяжутся, типа, как будто бы с нарративом. Меня поздравляет любимый муж с днем рождения на одном из самых больших экранов. Сколько стоит такой подарок, трудно представить, но очевидно, чтобы порадовать жену, юморист и агент копил. Я такой, ебать, ну это потрясающе, это журналистика, блядь, настоящая. Суть в том, что футажи, которые использовались в этом эфире, использовались НТВшниками раз типа 9 в разных передачах. И там из-за закрытой тамбурной двери бабушка просто вот так корреспондентам НТВ кричит. Он Россию очень любит. История с чатом GPT — это регулярная история, которая происходит у нас дома. И судя по тому, как этот рилс с этой историей залетел в Инстаграме и как много комментариев от девушек, которые занимаются тем же самым, это в целом, ну, понятно, что я попал в жилу. Ну, нихуя не понимает, он тупой. Причем я даже сейчас на него ругаюсь, он все равно делает ответ под цифрой 1 на предыдущий вопрос. Ты что, не понимаешь, что тебе не нужно отвечать под цифрой 1 и под цифрой 2? Где ты видишь, что я тебе задаю два вопроса? Я тебе задала вопрос, как называется по-русски эта добавка. Зачем ты мне отвечаешь про предыдущие? Тебе смешно, а мне с ним всю жизнь... Понятно, надо выстраивать взаимоотношения. Я не знаю, смогу ли я отыскать видос, который я присылал Полине с говном в бассейне, кружок. Если я его найду, я вот вставлю его здесь. Значит, выхожу я выкинуть мусор. Замечаю, что у нас что-то в бассейне. Ракета тоже заметил. Какая-то тварь, какое-то животное насрало нам в бассейн. Так аккуратно, причем на ступенечку, ну прям... Сейчас буду пытаться это убирать. Мне не очень нравятся концерты, которые, по сути, просто набор написанных шуток. Мне, как зрителю, больше нравится и всегда интереснее смотреть концерты и слушать комиков, которые помещают как бы свой голос в материал, а не просто смешит меня приколами, которые он сидел и придумывал, какие бы они ни были первоклассные. Так делает очень большое количество комиков, которых я люблю. Так делал и Евгений Гришковец, на котором я в свое время очень много времени вообще залипал на его спектаклях и так далее, и так далее. Поэтому большинство моих концертов построено на настоящих как бы событиях, которые происходят в моей жизни. Привет. Если вы подписаны на меня в Инстаграме, вы могли видеть новость о том, что в этом году не стало Макса Бельского. Вы могли знать его как моего оператора. Мы наснимали с ним сотни часов контента. Все предыдущие за кадром снимал он. Он был большой частью этого канала и был моим другом. Каждый раз я понимаю, что тур безумно сильно забирает здоровье. Это очень тяжело. Он был очень талантливым и открытым человеком. Мы с ним бок о бок проколесили буквально всю Россию и пережили кучу приключений по всему земному шару. Сколько мы изданий не путешествовали, будь то Шотландия, будь то вся Россия, неинтересно человеку. Но он не так сильно восхищается. А я восхищаюсь бабочками, горами, морями. У него всегда было много идей, и многие разговоры с ним очень часто копали сильно глубже, чем большинство разговоров с другими людьми. И я, правда, относился к нему как к брату. Поговорим о блокнотах. В них самые сокровенные мысли. Если со мной что-то случится, пожалуйста, просто сожгите. Не заглядывайте внутрь. Очень прошу. Там правда весь я. Я не чувствую себя вправе в деталях и с конкретикой обсуждать и рассказывать, что именно произошло из уважения к его родным и близким. Но мне кажется важным и очень хочется предостеречь вас. Пожалуйста, относитесь к здоровью своей головы серьезно. Мы с вами в том возрасте, когда это уже не игрушки, и наплевательски относиться к своему ментальному здоровью чревато уже сильно большими проблемами, чем просто провалом в плохое настроение на несколько дней. Это не была история про то, что он был одинок
и у него не было реализации или перспектив. Вокруг него были близкие люди, его любили, и у него было огромное количество возможностей. Если вы не чувствуете себя счастливым какое-то продолжительное время, если вы чувствуете, что теряете контроль, проваливаетесь, что сами не вывозите, не дотягивайте до момента, когда вас затянет так глубоко, что уже не будет сил ничего сделать, обратитесь к специалистам. Если вы чувствуете, что у самих у вас уже нет сил это сделать, пожалуйста, попросите кого-то из близких, чтобы они записали вас к врачу и проконтролировали вас. И ради бога, если вы чувствуете себя хуёво, не пейте алкоголь, не курите траву. Да вообще любые вещества и наркотики, это все влияет на нервную систему. Особенно, если у вас есть какие-то диагнозы или вы просто морально находитесь в низшей точке. Это все сделает только хуже, даже если в моменте это гасит какие-то симптомы вашего состояния. Мне жалко его, мне обидно, мне его не хватает и, если честно, я злюсь. Потому что тут не говори, что не делай, мы все равно в итоге оказались в точке, где его с нами нет. И ничего уже не поделать. Молодого, талантливого, веселого парня. До сих пор не очень удается уложить в голове, что за камерой я больше никогда его не увижу. Целом. Надеемся вскоре вновь вас увидеть. Поддержим культуру вместе. Отлично. Вот такая культура у нас сегодня была. Да. Я не хочу, чтобы это выглядело, как будто я развожу драму внутри развлекательного видоса на ютубе. Просто этот формат, где я рассказывал о том, как мы с ним ездили, эти туры и вообще в целом этот канал, это в том числе было и место Макса. Хотелось попрощаться с ним здесь, и я буду скучать, чувак. Любовь. Пиздато было бы прямо сейчас интеграцию вставить. Думаю, Макс бы оценил. О ментальном здоровье стоит заботиться, поэтому сервис... Бля, было бы классно. Бля, так хорошо шел, думал, не буду плакать. Похуй. Хочется верить, что в этой истории будет красивый финал. В следующий раз увидимся. Спасибо, что пришел. Я всегда здесь. Там. Ну, естественно, самой главной причиной, по которой я с невероятным трепетом жду каждый новый тур, это возможность повидаться с вами, повзаимодействовать с вами, пообщаться не только через там директ и через комментарии. Я был невероятно тронут встречами с многими из вас. Вы приносили мне какие-то невероятные подарки, вы рисовали картины. Мне подарили очень красивый ковер с рыжим котом, он сейчас висит у нас в кабинете. Один из вас сходил во все бары, которые были у меня в видео «Золотая миля». Это и бар 812. Кстати, жалко, что меня не под этим номером назначили иностранным агентом. Было бы вообще стильно. И Эль Капитас, и Холли Рипс, и Аль Капоне. И попросил передать ребят из этих баров какую-то частичку, фотографию, что-то мне, чтобы напомнить о том, что по мне соскучились и ждут меня. Это очень трогательно. Вы не можете приехать в Питер, то это не значит, что Питер не может переехать. Так. Меню из Холли Рипс? Да, старое меню. И там тоже из разных баров. Это «Золотая миля». Да. Это сделал парень по имени Матвей. Он приложил письмо, где написал очень много приятных слов и сказал: все бары вас помнят и скучают, а Холли Рипс еще и передал действительно классный подгон. Спасибо за мечту, концерты и за творчество. Это невероятно трогательно и приятно получать весточку, особенно когда я нахожусь так далеко и так сильно скучаю по своим любимым местам и моим приятелям. Я специально не открывал и не читал большинство из ваших писем, поэтому сделаю это сейчас. Привет, Даня. Это письмо от Амины и Гульнары, дочь и мама. Мы приехали из Кыргызстана в Алматы специально на твой концерт. Вообще, я смотрю тебя еще со своих 13-14 лет. Мне сейчас 22. Надеюсь, это пишет мама. Недавно я показала своей маме влоги Полины, и вы ей оказались очень интересны. Она посмотрела все твои интервью и все видосы на канале. Мы давно хотели вживую послушать твой стендап, были очень рады, что приедешь хотя бы в соседнюю страну. Дорогой Даня, очень странно писать письмо человеку, с которым никогда не был знаком лично, но знаешь его с 13 лет. Просто приятно, что ты остаешься верен не только себе, но и аудитории. Спустя такое большое количество времени и с учетом всех событий, я, так могу сказать, далеко не про всех. С
большим приветом из России. Вика. Дорогой Даня, спасибо тебе за возможность переживать весь этот апокалипсис с улыбкой и смехом, даже когда страшно и больно. Желаю удачи, сил, свободы, терпения, вдохновения, и пусть микрофон звучит громче цензуры, а зал смеется даже когда нельзя. С любовью и восхищением из Санкт-Петербурга, Даша. Такие стикеры передали. Привет, дружище. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты делаешь. Не представляешь, как много значит для меня твои мысли и высказывания. И в самые трудные моменты ваши влоги и твои концерты были как глоток свежего воздуха. Потому что каждый раз, теряя надежду, я пересматривал ваши видосы и возвращал себе веру в людей и в то, что все будет хорошо. Меня зовут Ника, мне 23, и я уже 6 лет живу то тут, то там в Европе. Но самое главное, что уже больше 10 лет слежу за твоим творчеством, и это всегда было чем-то важным для меня. Все твои стендапы и видосы на ютубе не просто смешные, но и помогают мне увидеть новые стороны жизни. Иногда даже в трудные моменты вспоминались твои шутки и становилось легче. С началом войны многое поменялось. Мне было тяжело, как и многим, и видеть, что ты тоже уехал, продолжаешь работать, развиваться и шутить, дало мне надежду, что у меня тоже все получится. Твоя искренность, ирония, негодование и то, как ты говоришь о сложных вещах слишком поздно, очень помогают справляться с жизнью. Спасибо, что ты есть. Полине приветы. Она тоже очень крутая. С любовью и уважением, Ника. Нидерланды. Знаешь, пока ты что-то снимаешь на YouTube, я чувствую, что буду в порядке. Я же никогда не мог поддержать тебя в ответ, и это как-то нечестно, не находишь? Так и появилось это письмо благодарности. Я сам не заметил, как ты из парня с интернета стал для меня чертовски близким по взглядам типом, хорошим заочным другом и примером того, каким же крутым может быть человек. Ты пиздец смешной, и я очень рад, что помимо этого твои слова и действия дарят мне надежду и спокойствие. Ты где-то рядом, всегда что-то пробуешь, не даешь обстоятельствам изменить то, что тебе дорого. Видеть такого человека много для меня значит. Спасибо большое, Марк. Мне невероятно приятно видеть эти вещи, видеть, что это написано вашей рукой для меня. Мне очень приятно. И я прочитал огромное количество сообщений в директ, которые зарядили меня энергией и отплатили мне за то, что я там рассмешил вас или поднял вам настроение каким-то своим контентом, абсолютно взаимно. Хочется просто в очередной раз сказать вам спасибо, и мне очень ценно, что то, для чего я задумывал весь этот канал, что это работает именно таким образом, судя по тому, как вы пишете. Это невероятная честь иметь возможность настолько большому количеству людей из вас как-то улучшать хотя бы немножко ваше настроение в какие-то моменты. И я буду стараться продолжать нести эту вахту. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы все еще не посмотрели концерт, бегом, скорее смотрите. Он есть и в бесплатном доступе. И если вы хотите полную версию, на моем сайте все лежит. Огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, и это видео скрасило ваш вечер. С наступающими вас! Увидимся с вами в следующем году. Я боюсь это загадывать. Я не знаю почему. У меня очень хорошие предчувствия насчет следующего года. Спасибо вам. Пока. Всюду капканы, камеры до экрана. Никакой правды, никакой арканы. Спросишь, почему народ мой вечно пьяный, у народа никогда не заживают эти раны. Мы быки и камни, мы не наступаем, блять, а прыгаем на грабли. Нервов не хватает, тут все держится на капле. Ведь мы покупаем травы, чтоб с ума сойти от травли. Особый стандарт, лекарства от сна. Наши психи наплодились тут как будто мошка. Я не закрыл гештальт, если цела твоя башка. Не прибедняйся, тебе нравится, когда даю пизды.